Всем приветики, ребятки, вы на канале Creative Games, и сегодня мы с вами продолжаем проходить игру The Aesel Tide Hotel. Отель приливов, что означает в переводе. А я была не права, сохранение происходит, видимо, после того, как мы сделали выбор. Поэтому я чуть посмотрела вот эту сцену, да, разговора, которая была перед выбором. И сейчас мы делаем с вами выбор. Так. Зачем им Элеонор? Что они с ней сделают? Не надо думать об этом. С ней все будет хорошо. Она мечтает о доме и своей постели. О том, какое фото разместят в газетах. Как она будет благодарить всех за поиски. И что единственный способ сделать так от сухих слез — это плакать снова и снова. А? Говоришь так, будто с тобой это тоже происходило. Вопрос в том, что они хотят с ней сделать. Хрен его знает. Есть два логичных варианта. Видишь в очереди красная маска? Это уборщица. Заметила ее наверху. Она должна знать, где находится Элеонор. Домработница всегда хороший источник. Или здоровяк. Дворецкий наверняка знает, где ее держат. Возможно, он ее туда и отнес. Я так думаю. Можно попробовать уговорить ее, но для этого для него нам понадобятся всякие веские аргументы. Давайте все-таки ее. Ее можно уговорить действительно, а вот его не получится, мне кажется. Да, давай допросим ее. Ты мне для этого не нужен, но... У меня никогда не получалось заводить женщин. Только не так. У меня плохо получается оказывать давление. Но если мы будем действовать вместе, добрый коп, злой коп. Конечно, это дешевый трюк, но особого выбора у нас нет. Добрый коп, злой коп. Понял? Я начну. Ну давай. Давай. Ну что еще? Прошу прощения, нам очень неудобно отвлекать вас, если вы не против. Мы бы хотели задать несколько вопросов. Я плохой коп, да? И что значит? Ну, я не могу сказать, типа, ты ответишь. Это странно. Типа, вот нам нужна ваша помощь, это более-менее для меня. Но если он плохой коп, ну давайте ты ответишь. Будешь отвечать? А что, уже пора? Ты не похож на того, кто кусается. Вы занимаетесь уборкой номеров, верно? Никогда по-настоящему не узнаешь человека, пока не начнешь рыться в грязном белье. Я говорила своему другу, что уборщики знают все, что происходит в отеле. Например, эта девушка, о которой рассказывали, это девушка твой партнер. Она оставляет следы. Прекрасно. Нам интересно, где она? Я уже вытерла твое дерьмо. Теперь еще и задницу подтереть. Да, я ж плохой коп. Да. И когда ты будешь там, ты расскажешь нам все, что знаешь. Расскажу, что, где они держат девушку. Зачем? Кем она тебе приходится? Дочка. Она ничего не говорит. Она помахала, типа, нет. Это не твое дело, нам просто нужно знать, в каком она номере. Ты видишь во мне только это? Воровку вешалок. Я мою это место и могу быть такой же, как и ты. И ты-то и дело... Нам просто нужен ответ. Я заслуживаю иметь тот же выбор, что и вы все. Успокойся. Но все равно всем насрать. Для меня никто ничего не делает. Потише. Мы просто хотим узнать Элеонор. Но мне нормально. Мне нравится выносить мусор. Мне нравится боль. Мы уйдем, если ты только скажешь нам. А кто это у нас разнервничался? Мамочка разве не говорила тебе, что... Говори, где она, пока я не забыла все, чему меня учила мама? Или мы заставим тебя кричать от боли. Или мы заставим тебя кричать. Понятно.
Может, надо было все-таки... Наше первое задание, и ты так облажался. Человек-сюрприз. Ты всегда так оптимистична. Не только никогда работаю с тобой. Ты охренела? Что сложного в добром копе, злом копе? Слушай, я не хожу кругами. Попытки уговорить человека звучит именно так, как говорят не инструктор, а сюда. Послушай. Я смотрю на цифры и взвешиваю факты. Видимо, они были не в нашу пользу. Подожди, я была добрым полицейским, что ли? Ну что теперь у нас нет другого выбора, нам придется идти к большому парню. Ты готов сделать то, что нужно в этот раз? Подожди, я, видимо, добрым, да, была? Я думала, я злой. И у нее реально что-то получилось сделать? Да он же ее сейчас перевернет, блин. Джош! А ты можешь как-то не по имени? А, или по именам они нас все равно не знают, да? Ты его что, убить решила? А, или она его вырубила? Подожди, а я что, реально добрым копом была, да? Я настолько лошпек, что я подумала, что я плохой коп. Блин, плохо. Эй, кто я? Нет? Курт Рассел в фильме «Большой переполох в маленьком Китае». Тот момент, когда он падает в инвалидном кресле. Эй! Ты проснулся? Ты меня слышишь? Где она? Элеонор. Где она? Отвечай! Отвечай! Где Элеонор Малоун? Я не собираюсь повторять еще раз. Говори, где вы держите Элеонор? Воу-воу-воу, что ты делаешь? Если мы прямо сейчас не узнаем, в каком она номере, будет поздно. Внизу слишком много людей, а я нервничаю перед публичными выступлениями. Так что это наш единственный шанс. Врежь ему. Что? Ты хочешь ее найти? Быть родителем? Это не так просто. Она может на тебя рассчитывать или нет? Врежь ему. Не буду я его бить. Не буду я его бить. Ты что, стебешься? Я хочу ее найти, но не ударом. Что ты делаешь? Врежь ему! Ты больше никогда не увидишь Элеонор. Это наш единственный шанс. Мы обязаны заставить его говорить. Давай, врежь ему. Да не хочу я его бить! Не буду я его бить! Ты что, стебешься? Так просрала, блин. Мне ж тетка даже подсказала. Говорит, ты не похож на злого. Ты выберешь его вместо нее, своей дочери. Неудивительно, что ты бросил ее. Неудивительно, что ты сдался. И мы не можем искать, если он будет сидеть тут вот так. Он будет звать на помощь. Врежь ему или придется мне? Да врежь ты тогда! Пристала, блин. Не хочу я его бить. Врежь сама. В чем проблема-то? В чем проблема? Сама врежь. Надо было сказать, ты плохой, добрый полицейский, я плохой. Ты хотел найти ее, но это для тебя слишком, да? Что ж, я не остановлюсь. Что ты делаешь? То, что необходимо, я не перестану искать, что ты несешь. Ты снова и снова бросаешь ее, свою дочь. Ты вообще ее отец? Но нам сказали, что она... Сказали что? Кто сказал? Мы не знали, что у нее была семья. Я бы возразила, если бы знал. Она в номере 15. Тебе 300 раз уже сказали, что дочь. Ты, блин, прикалываешься. Только на 10-й понял. Я тебе говорю, бить его я не хочу. Нафиг мне это надо. А, блин, 7%. Элеонор. Мы опоздали. Все ты виновата? Мы найдем ее. Где? Ты не понимаешь, она внизу с ними. Мы не можем пробраться к ней. Мы найдем ее. О, господи. Знаешь, это первый раз. Ты впервые говоришь так, будто тебе не все равно. Первый раз ты говоришь, как ее отец. Зачем ты вообще тут? Ее здесь и быть не должно. Будь она моей дочерью, она не моя. А, да? Что?
Элеонор. Она не моя дочь. Да что ты такое несешь? Ты сказал, я этого никогда не говорил. На самом деле я никогда этого не говорил. Твое имя указано в ее свидетельстве о рождении, да. Мы не убрали мое имя ради нее. Знаешь, возможно, ты права. Я даже не знаю, зачем я... Невозможно потерять то, чего не имеешь. Я никогда не имел. Почему сейчас? Твое письмо. Так и я понял, что она искала. Господи, если бы ты увидел раньше то... Все могло бы быть хорошо. Тогда бы я знал, что потерял. Может быть, не знал. Каким-то образом так было безопаснее. Но теперь она пропала, и я... Ты тут, да. Давай, тут должно быть что-то. Начинай искать. Давайте кровать, там что-то было. Вообще, на самом-то деле, если бы тут была русская озвучка, было бы уже не то. Никто бы не играл в нее. Было бы скучно. Ты сидишь, смотришь кино, в какой-то момент засыпаешь. Тут нет такого прям какого-то активного действия иногда. То есть я думаю, это потом начнется, но пока что активного ничего нет. Я думаю, так я это поняла, бывшая жена, потому что изменяла. Думал, что нельзя потерять то, чего никогда не имел. Иногда о чем-то можно только догадываться. Надо было обратиться. Ты мог нанять кого-то таких, как я, полно. Вот дерьмо. Правда, что ли? У меня в детстве был почти такой же медведь. Мой любимый. Я рад, что она все еще с ним. Это ты и купил? Да, я ушел, но у меня все же есть сердце. Зачем они принесли его сюда? Кто будет воровать человека и давать ему за это мягкую игрушку? Ей 17. Тут целая сумка ее вещей. Что это значит? Она взяла ее не просто так. То есть, в смысле, она сюда целенаправленно, что ли, поехала, или что? Или она как-то собиралась? В чем прикол? Ее же бабка оглушила, я ж помню. В первой серии, если ты не видел, вон там есть вопросик напротив меня, да, в той части экрана, в правом верхнем углу. Вот, вернее, восклицательный знак. Вот на него нажми, и ты увидишь. И ты увидишь, что прошлую серию, и ты сможешь ее посмотреть. Но вообще это было самой первой серии, так что оттуда ты сможешь перейти в самую первую серию, также по тому же вопросительному знаку. Как ты думаешь, что это? Понятия не имею. Ну, ванна, очевидно. Я предпочитаю принимать душ. Сожалею, что у тебя такие предпочтения. Это быстрее, чем ждать ванну. Никогда не хватало терпения. Ну, блин, тоже сочувствую. Ванна — это классно. А я могу лежать в ванной часами. Я бы тоже лежала, блин, была бы у меня ванна. Это такой кайф. Ну, это какая-то пыточная прям. Ее запах. Ее запах. Мой отец пил Башмилс. Его больше нет. Это никак не вяжется. Мы на втором этаже, этот люк должен быть связан с ванной внизу. Только если не все это место было спроектировано под такие люки. Да, это труба. Одному богу известно, что. Кучка людей, собравшихся в отеле, носят маски, принимают ванны, причем тут девушка-тинейджер. Причем тут девушка-тинейджер? Я не вижу связи. Ее никто не видит. Вот вам бы переодеться на самом-то деле, ребят, вас же сейчас найдут. Мужик там не привязан, ничего. Почему они не переоденутся? Блин, наушник из уха выпадает, ладно, так будет. Уже ухо болит, его обратно пихать. Нехорошо читать дневник молодой девушки. Я знаю, что мы никогда не встречались, но он мой отец. Это значит, что между нами связь, верно? Чем страшнее мне, тем сильнее я знаю, что он идет за мной. Значит, что Элеонор не знает.
Не знает о том, что он не отец, или что? Ее мать не хотела, чтобы она знала. Да, мамы не всегда знают, как лучше. Как вы познакомились? Счастливо. Я пролил на нее свой напиток в баре. Пролил. Это ее не смутило, она просто рассмеялась. Мне это понравилось. Она всегда была очень заводная. Всегда искала приключений. У нее всегда стоял рюкзак с вещами у двери, всегда наготове. Затем однажды она убрала рюкзак в шкаф. Перестала ходить на работу. Спешила завести семью, мы об этом даже никогда не говорили. Это произошло так быстро, я сам ничего не понял. Тогда она тебе изменила. Умение писать у нее явно не от меня. Вот оно что. Фонд поисков отца. Деньги, накопленные со дня рождения, 60... Это что такое? Лиры, да? Или что это за валюта? Я не знаю, если честно. Пособие 15 равно 75. 10 из 14 пособия 15. Деньги от помощи во вторник 10 равно 25 равно 100. 7 из 1. Пособие за 2 недели 22 равно 122. Я знаю, что мы никогда не встречались, но он все равно мой отец. Это значит, что у нас есть связь, верно? Чем больше я боюсь, тем больше я понимаю, что он придет за мной. Хорошо. Получается, отец кто-то из этой секты. Кто-то из этой секты отец ее. Ага, хорошо. Но я думаю, мы найдем. Что это? Письма. Это письма называется. Там не будет много людей. Мне страшно. Это ее почерк. Я выкраду тебя из оранжерей. То есть они договорились с бабкой, мистер Икс. По крайней мере, кто-то ей помогает. Так бабка ее украла. А там что? У нее еще ключ, что ли? Она запирала меня в доме, когда сваливала куда-то. Моя мама. Но я всегда находила способ выбраться. Летом я бегала в парк. И заставляла ребят взять меня с ними играть в футбол. Там была небольшая стоянка, окруженная деревьями. Там он и схватил меня. Кто? Я была слишком маленькой, чтобы понимать, что он делал. Я даже думала, что после он меня отпустит. Когда в комнате стало холоднее, я поняла, что меня не найдут. Думала о маме и папе. Я сидела у него на коленях, когда он смотрел телевизор. Я помню, как там подбирали отмычки. В фильмах все кажется проще. У меня же были только шпильки. А это намного сложнее. У меня ушло много времени. Когда дверь наконец открылась, я была даже не очень далеко от дома. Я обогнала всех мальчиков в тот день, когда бежала через парк. Дверь была открыта. Я забежала внутрь и обнаружила там пьяную мать. Отец ушел. Они перестали искать меня. Ну, в смысле перестали? Дочку перестали искать? Мама обрадовалась сначала. Бедная. Но это быстро прошло. После мы этот момент особо не обсуждали. Каждый раз, когда я спрашивала ее об этом, она вставала и уходила. Снова закрывалась в себе. Я знала, что она винила меня в том, что папа ушел. Иногда... Я думаю, а что, если бы я не ушла? Ну, во-первых, подобрать
отмычку вообще, это очень сложно. То есть вскрыть замок, в принципе, это сложно. Это действительно не как в фильмах и не как здесь. Даже отмычкой ты, ну, возьмешь отмычку, что тебе надо знать строение замка, тебе надо знать, какой это замок, где у него вообще вот эти все штучки его, замки сами, чтобы надавить. Ну, это ж так просто не работает. Как ты ребенком смогла это сделать? Просто по приколу, что ли, полчаса сидела? Это не твоя вина. Я считаю, что это не твоя вина. И он ничего не сказал. Вот это в играх меня бесит. Вот они либо должны говорить что-то, либо вообще ничего не говорить. Когда, в смысле, я тыкаю. Слушай, я не знаю твоего имени. Я предпочитаю Прайс, но меня зовут Ребекка. А меня... я не помню как. Не похоже, что это была твоя вина, Ребекка. Трудно потерпеть неудачу в роли отца. Но он одумается. Я знаю. Я так не думаю. Люди не меняются. Вот это точно. Даже если хотят. Ну нет, если захочет, он изменится. Но ему очень сильно надо захотеть и постараться ради этого. Просто так это не получится. Типа, хлобысь, изменился. Нет, так не работает. Вот если прям захотел, прям работает, тогда вот получается. Они могли уже давно уйти. Лед еще не растаял. А где лед? Посмотри на это. Тут есть этикетки. Комнаты 8-51. Он похитил не только Элеонор. Или она. Это может быть кто угодно. Зачем они прячут везде разный хлам? Это воспоминания. Сувениры. О! У нас нет времени, они скоро начнут собираться внизу, нам нужно идти. Они могли уже вытащить ее. Я не хочу рисковать, нам нужно идти вниз. Мы даже не знаем, что... Я не оставлю ее там одну. Я хочу, чтобы она знала, что она не одна, что кто-то пришел, чтобы найти ее. Ты останешься. Узнай, чья это комната. Не перепутай с чужими вещами. Ищи личные вещи. И не оставляй меня там одну. Так ты сама туда уходишь одна. Ты же придешь искать меня, да? Да. Ну, в смысле, не тем голосом прочитала. Да, конечно. Встретимся у бара. Вообще-то это опасно, знаете ли. Сейчас надо либо двоим идти, либо двоим оставаться. Ну, в смысле, он тупо, короче, придет потом такой: здравствуйте, я пропустил все. Типа, я лошпек. Так, ну сколько у нас времени? Давайте обыщем, что, ничего страшного, обыщем. Что-то одно обыщем, а может быть все обыщем. Сейчас посмотрим, как будет идти, как будет двигаться. А, ну что-то одно, значит, обыщем. Давайте посмотреть книгу. Ну ладно, уже начали раз. Хотела сказать, может, не будем обыскивать. Ну ладно, раз уж начали, может, сейчас будет какое-то сохранение. Чтобы хотя бы после разговора. Ладно, вот это все тыкать. А вот когда разговоры вот эти долгие, по второму кругу уже как-то это неинтересно их слушать. То есть это явная игра, которая на один раз. Вот, то есть ты ее прошел и все. И очень хорошо, что тут нет вернее, нет озвучки, что ты читаешь сам субтитры, так проще. Здравствуйте, я хотел бы узнать, не могли бы вы принести кое-что большое? Пронести. А затем удалить это из моих записей. Я еще не принимал ванну, так что... Это моя собака. Ее собака. Дайте мне знать. Комната 38. Пронести собаку? А, в смысле изучить книгу? Мы же ее изучили, нет? В чем проблема? Зачем нам ее изучать? Так, давайте второй раз изучим. Может, он ее с другой стороны пролистает. Вообще, ее вот так взять, ее так потрясти по-всякому. С приливом в промежутке. Но это, конечно, не остановило доктора Анистона от добровольного шага. Она хотела участвовать в военных действиях. Ее первым костюмом была Мия. Я прилетела из Саутгемптона в Сен-Мало в 1941 году, после его повторной оккупации. Мы опоздали к началу боевых действий, но многое еще предстояло сделать. Я и несколько британских солдат осматривали береговую линию, когда обнаружили пещеру. У задней стены стояли бочки, сложенные в штабеля. Это была выпивка. И да, мы не сдержались. Примерно через неделю у меня начало расплываться зрение, а потом и вовсе пропало. Позже я выяснил, что причиной этого было неправильное брожение спирта. Я слышал, что тоже произошло с 4 другими солдатами. Вот болваны, блин, а. Я не могу выпить как
какую-то выпивку, которая стоит в пещере. Хрен пойми, что туда добавили. Вы дауны. Вы вообще идиоты конкретные. Прошли недели. Я лежал в медицинской палатке на юге Кана. Я был в темноте, в буквальном смысле слова. И тут я почувствовал на себе ее руку, доктор Анистон. Она отправила меня обратно в Британию, дала мне новую цель и совершенно новый взгляд на вещи. И что? Капец. Ты прикинь, да? Выпил вообще спирт, выпил, короче, алкоголь. Короче, все, да, это по второму кругу. Который, блин, стоял в какой-то пещере. Сколько ума надо уметь, чтобы это сделать, я не могу. Ладно, ребята, что, давайте мы на сегодня с вами закончим. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. Пишите комментарии, скидывайте видео своим друзьям, вдруг оно им понравится. И также следите за сообществом в Ютубе моим, потому что там я выкладываю много нового и интересного. Ну и всем большое спасибо за просмотр. До новых встреч в этой и в других игрушечках. Всем пока-пока!